Всем привет! В этом видео я попытаюсь объяснить суть четырехмерного пространства, то есть что это такое, как его понять, и попытаюсь сделать это максимально доступным способом, и при этом приведу примеры. Четырехмерное пространство – это пространство, в котором есть 4 величины, то есть помимо длины, ширины и высоты, там есть дополнительная четвертая величина, которая называется густотой. Не путайте с консистенцией. Это отдельная пространственная величина. В четырехмерном пространстве возможно вокруг плоскости вращение, так же как вокруг линии происходит вращение в трехмерном пространстве. В четырехмерном пространстве возможно вращение вокруг плоскости. И в четырехмерном пространстве возможно провести 4 взаимно перпендикулярных линии. Все это я покажу здесь на примере, а также покажу потом четырехмерные фигуры и как они образуются. Итак, начнем рассматривать четырехмерные оси сначала с двухразмерности. Сделаем вид спереди, и с точки зрения двухмерного пространства видно вот здесь оси с двумя величинами. Здесь есть вот ширина и есть высота. То есть две величины, поэтому и оно и есть двухмерное пространство. Две взаимно перпендикулярные линии. Вращение в двухмерном пространстве происходит вокруг точки. То есть если я вращаю с точки зрения двухмерного пространства, как видно, здесь идет вращение вокруг вот этой вот точки. В трехмерном пространстве, верну вид спереди, возможно вращение вокруг линии. Вот, сейчас вы видите 3 линии здесь взаимно перпендикулярные. Все вот эти 3 линии перпендикулярны друг другу. И вращение, как видно, здесь происходит вокруг линии, которая в данный момент находится, расположена сверху вниз или снизу вверх, как вам удобнее представить. Итак, в четырехмерном пространстве есть четвертая линия, и все эти 4 линии взаимно перпендикулярны. Вот, это вы можете наблюдать здесь. То есть эта четвертая линия перпендикулярна одновременно и этой линии, и этой, и вот этой. В то время как вот эти все 3 линии перпендикулярны между собой. Итого получается, что 4 линии взаимно перпендикулярны. При этом в четырехмерном пространстве возможно вращение вокруг плоскости. И выглядеть это будет вот так. Вот, видно, вот здесь можно провести плоскость. И вокруг вот этой вот плоскости вращаются 2 линии. Итак, теперь рассмотрим сначала нольмерное пространство, а потом построим из него фигуры. От нольмерной до четырехмерной фигуры. Выбираем точку. Переходим в режим выделения вершин. Итак, нольмерное пространство. Нольмерное пространство потому зовется нольмерным, потому что в нем нет никаких величин, ни длины, ни ширины, ни высоты. У точки нет размера. Точка считается безразмерной величиной. Точка не может вращаться ни в какую сторону. И также в нольмерном пространстве невозможно перемещение ни в какую сторону. То есть сторон в нольмерном пространстве нет, 0. Потому оно, собственно говоря, и нольмерное. Если мы хотим получить одномерную фигуру, то есть линию, нам нужно перенести точку параллельно данной точке вправо или влево. Сделаем это вот так. Итак, вот получаем одномерную линию. Разместим ее по центру. Итак, одномерная линия, она уже обладает одной величиной, шириной, но в ней еще невозможно ни вращение невозможно.
но возможно уже перемещение и возможен размер. То есть линия может быть шире, может быть короче, то есть появляются новые характеристики у линии. Далее берем эту линию, и чтобы сделать нам двухмерную фигуру, нам нужно перенести данную линию параллельно вверх или вниз. Итак, получаем двухмерный квадрат. Размещаем его по центру. Двухмерный квадрат уже может вращаться. То есть в двухмерном измерении появляется понятие вращения. Вот оно. Двухмерные фигуры уже обладают шириной и высотой. То есть, как здесь видно, двумя величинами. Ширина и высота, собственно говоря, потому и пространство называется двухмерным. Ну и движение возможно в две стороны. Вправо-влево и вверх-вниз. Ну, то есть, если считать туда-обратно, то будет вправо-влево и туда и вверх-вниз. Поставим на стоп. Сделаем вид спереди. Если мы эту фигуру развернем в третьем измерении, то она будет плоской, потому что у нее отсутствует третья величина. Вот. Мы сейчас ее разворачиваем, и она здесь плоская. То есть третья величина у нее отсутствует. Выделяем все. И если мы в третьем измерении перенесем параллельно этому квадрату еще один квадрат, получим трехмерный куб. Вот мы его получили. Выделяем все и размещаем опять по центру. Продолжим вращение. Вот, собственно говоря, мы уже получили трехмерную фигуру, которая обладает тремя величинами. Шириной, высотой и вот длина. Появляется длина. И уже возможно перемещение в три стороны. Вперед-назад, вверх-вниз и влево-вправо. Если мы будем смотреть спереди, то кажется, будто бы маленький квадрат находится внутри большого квадрата. На самом деле это не так, все квадраты одинаковые по размеру, и этот квадрат находится не внутри большого, а он находится вдали, в третьем измерении. Ну, собственно говоря, мы это видим при вращении. Вот, когда мы крутим эту фигуру, уже видно, что все линии являются одинаковыми по длине. Если мы развернем эту фигуру в четвертом измерении, она будет плоской, потому что у этой трехмерной фигуры отсутствует четвертая величина. И вот мы ее поворачиваем. И видим, что она словно плоскость. Если мы вот этот трехмерный куб параллельно ему в дополнительную сторону, в четвертую, которая называется анаката, то есть туда-обратно, перенесем еще один такой же трехмерный куб и соединим его с данным кубом, то получим четырехмерную фигуру, которая называется тессеракт. Вот, выбираем все и создаем четырехмерную фигуру под названием тессеракт и размещаем ее по центру. Итак, продолжаем вращение. Вот это уже четырехмерная фигура. Делаем вид спереди, и как видно, здесь кажется, будто бы маленький кубик находится внутри большого кубика. Это на самом деле не так, он находится не внутри большого кубика, он находится вдали, в четвертом измерении. По размеру вот этот вот маленький кубик точно такой же, как и вот этот большой. Что мы можем увидеть при вращении в четвертом измерении. Если я вот разверну, то видно, что вот этот куб при повороте здесь будет такой же по размеру, как тот, который мы видели ранее. Вот.
Вот вы в данный момент видите вращение в 4 измерениях. Возможно, вам будет интересно посмотреть на какие-нибудь другие четырехмерные фигуры. Делаю вид спереди. Например, сделаем трехмерный шар в 4 измерениях. Делаем 3D сфера. Здесь делаем вот такой вид. И будем вращать сначала в 3 измерениях эту сферу. Вот как видно, она объемная, состоит из двухмерных кружков. При повороте же в 4 измерении она будет словно плоская, потому что у нее отсутствует 4-я величина. Если мы эту сферу сделаем параллельно, перенесем ее, соединив с данной сферой, может получить четырехмерный цилиндр, например. Вот делаю выделить все и сделаю перенос на 300 в 4 измерении. Вот, а теперь размещу эту фигуру по центру. Вот мы получаем уже цилиндр. Который в 3 измерениях будет выглядеть как сфера внутри сферы. Сделаем вид спереди. Ну и сделаем поворот в 4 измерении. Вот такая вот получается фигура. Также в 4 измерении весьма интересная фигура является кубиндр, который представляет собой куб, построенный из трехмерных цилиндров. Выглядит он вот так. В 3 измерениях он выглядит как обычный цилиндр, внутри которого, как кажется, маленький цилиндр. Но, как мы уже знаем, этот цилиндр не внутри находится, а вдали в 4 измерении. Вот так оно выглядит. Надеюсь, я понятно объяснил, что такое четырехмерное пространство. Думаю, вы уже поняли. Если захотите посмотреть на другие фигуры четырехмерные, их здесь вот сколько, или повращать фигуры меньшей размерности в четырехмерном пространстве, вы можете воспользоваться вот данным сайтом, который я оставлю в качестве ссылки в описании к данному видео. Спасибо за просмотр.